Приветствую вас, дорогие подписчики. Сейчас расскажу про чуму для змей и для рептилий в частности. То, от чего умирает огромное количество змей, ну, по крайней мере, из того, что я знаю. То, с чем нужно бороться, как с, не знаю, даже не как с коронавирусом, а как с пылью, которая бесконечно всегда есть и везде. Никто не знает, откуда она появляется, эти долбаные клещи. Сейчас я вам покажу на примере своего террариума. Вот, сука, много месяцев назад я от них полностью избавился. Очень важный момент первый. Необходимо делать регулярные осмотры. Вот мы смотрим на змею. Змея альбинос. И мы, в принципе, на ней ничего не видим. Так, фокусируйся. Сейчас мы уберем веточку, которая у нас здесь для легких перемещений змеи. Но потом по эту веточку я отдельно скажу. Вот мы смотрим, вроде бы как змейка сидит, ничего, никаких проблем не видно. Но, к сожалению, это не так. Клещи — это такая дрянь, которая, она вездесущая, она бесконечна. И даже тогда, когда у тебя их никогда нету, или, допустим, они у тебя были полгода назад, они могут появиться, потому что там пару-тройку особей где-то могут в квартире спрятаться, и произойдет что-то неприятное. А вот теперь вы можете увидеть. Видите, да? Тварь ползет. А теперь, так, смотрите ближе. Видите, слева еще ползают. Видите? На складке сидит. Маленький. Вот сейчас, я не знаю, получится ли показать пальцем. Вот. Вот он. Сейчас я уберу сейчас палец, и здесь точка маленькая будет видна. Это маленькие клещи. Они перемещаются. Вот складка. На мордахе особо не видно. А нет, вот видите, маленькие. Хорошая у меня камера. Вот видите, это маленький клещ. Это маленький паскудный клещ. Это не мусоринка, это не соринка какая-нибудь. Если мы смотрим сверху, опа, жирная скотина сидит, даже уже перемещается. Понимает, что ей будет сейчас хана. Поэтому очень внимательно осматривайте всех своих змей. Делайте это регулярно, потому что если я заглядываю, ну, допустим, сейчас мы с этого террариума перейдем на соседний. А вы же понимаете, да, что они сообщаются друг с другом. Соответственно, если есть здесь клещи, то они есть и здесь. Но, так, поилку я уже убрал, к сожалению. В поилке всегда плавают клещи. Вот здесь мы клещей не видим. Мы берем, приближаем здесь, и мы смотрим на более сложном альбиносе. Это очень морфный. Но, по крайней мере, из того, что видно, мы клещей не видим. Поэтому здесь их нету. То есть эти крысы откуда-то появились. И есть они только в этом террариуме. Заглядываем сюда к малышу. И мы тоже клещей не видим. Но если мы увидели клещей на одной змее, если мы их увидели столько, сколько их здесь. Вот, смотрите, на шее сидит. Под чешуей. Если мы увидели их здесь, значит, они могут быть где угодно. Поэтому сейчас грустно и печально, но весь этот грунт, весь грунт во всех этих террариумах, он убирается. Все это выкидывается. Змеи постепенно переходят на дезинфекцию, дезинсекцию. Террариумы все обрабатываются. Обрабатывается абсолютно все. Все швы, все щели. Обрабатываются химикатами, которые уничтожают клещей. В дальнейшем у нас будет на эту тему обзор. Может быть, даже очень скоро, потому что, сами понимаете, сейчас мне всей этой гадостью заниматься. Но вот есть швы между террариумами, чтобы была вентиляция. Там, снизу, там. То есть, все это, начиная с самого верха, убирается эта зелень, убирается эта зелень. Всеми химикатами заливается вся эта горка. И здесь будет стоять вонище. Поэтому все змеи везде отовсюду будут убираться, переноситься в другую комнату, где запаха не будет. И это все будет открываться окно, и все будет проветриваться. Соответственно, чтобы здесь змеи были в порядке. Вот в этих швах всегда они будут прятаться. Снизу они будут прятаться. На вот этих вот корягах они будут прятаться. Поэтому коряги я сначала обдаю кипятком с душа, потом кипятком с чайника. И потом, когда все будет закончено, я ее кладу обратно сюда и обрабатываю акарицидами, чтобы
они были пропитаны этим препаратом, потом даю выветриваться все это определенное время, и потом уже можно будет возвращать змеи обратно, предварительно протирая самые те части, куда змея чаще всего любит тыкаться носом. Ну, допустим, вот эти части однозначно должны быть идеально чистые, стекла будут все вымываться, все края, ну вот щели вот такие вот, как там в углу, они не должны вытираться. Вентиляция, через которую эти же клещи будут перемещаться сюда и сюда, она не должна вытираться в смысле... Тряпкой мы сверху протираем, но внутренние части мы не трогаем. То есть там остается препарат, потому что он все равно будет оказывать влияние. Вот столько забот появляется, когда обнаруживаются клещи. Вот сейчас они есть только в одном террариуме. Откуда они появились, непонятно. Но они появились именно здесь. Возможно, я же говорю, что спящая скотина проснулась, которая на протяжении полгода-года все давно были вытравлены. Сейчас они снова появились. Я думаю, что через, может быть, следующее, может быть, через одно, может быть, через 2 видео я сниму по борьбе с клещами, потому что там, скажем так, очень много препаратов, очень много всего нужно, чтобы эту гадость уничтожить, когда такое количество террариумов. Спасибо за внимание. Если вам интересно, оставайтесь на канале, подписывайтесь, колокольчик. Видео достаточно редко выходят, поэтому, как правило, все это в 10 утра, поэтому они вас не потревожат. Но вы будете знать, что они выходят, тем более, что скоро будет много всего интересного. Все, подписывайтесь, на связи. Всем пока-пока.